Итальянцы – невероятные романтики. Сколько фантастических историй про них мы еще услышим. Да, Нунцио с его республикой красоты, венецианцы со своим городом на воде. А сегодня розы. Да, сегодня я вам расскажу про остров Роз, который вобрал в себя все самые экстравагантные итальянские идеи. А начнем мы с розы. Нет, пока что речь не про цветок. Джорджо Роза родился в 1925 году в Болонье. К концу 50-х он закончил местный институт по специальности машиностроения, поработал преподавателем, а также инженером по своей специальности и женился. По мере взросления ему все чаще и чаще стали приходить идеи о свободе и о том, что в окружающей его жизни свободы, напротив, почти что не осталось. И чтобы вы лучше поняли Джорджо, вот вам одна из его цитат. «Тогда вы не могли сделать ничего, чего не хотели бы политики, и это рабство душило. Священники с абсурдными теориями пригвоздили вас к стене. Коммунисты пытались бороться с богатеями и отнять вместе с землей сам смысл вашего существования. Будущее было только у политиков, подчиняющихся либо русским, либо американцам. В этот момент, после всех людей, убитых в Италии в послевоенный период, я, который всегда был свободен, подумал, что единственная перспектива — это просто создать свою страну, где умные люди могли бы командовать, а идиоты служить». Джорджо Роза потратил долгие годы, чтобы прокопать почву для своей идеи. Он изучал международное право, привлекал экспертов по морским границам, разговаривал с офицерами, судьями и прокурорами, пока наконец не заключил, что возможность создать свою страну есть. Законы созданы для того, чтобы их обходить, и он принялся за воплощение своей пьянящей идеи, которая позже получит название «Промышленное изобретение номер 850987» или же «Система строительства островов из стали и железобетона». Вместе со своей женой Габриелой Кьеричи они создали компанию Эссепичи, целью которой был поиск места и создание острова свободы для каждого из людей. Первые годы существования Эссепичи ушли на поиск идеального места для будущего строительства и назовем это промышленным шпионажем. Или лучше изучением практик других компаний, строивших платформы в море. Причем исследование морских просторов происходило на судне, построенном самим Розой. Наконец, 14 сентября 1960 года на морских картах в 11 километрах от побережья города Римини, в 500 метрах от территориальных вод Италии и, я подчеркну, в полном соответствии с законами, появилась точка Z, отмеченная Джорджо Розой. В море же был размещен светящийся буй, обозначившая найденное мелководье глубиной 14 метров, а по совместительству и место будущего строительства. Выравнивание дна началось, а энтузиазм инженера начал заражать новых и новых сторонников. Так, у него в помощниках оказался владелец одной из верфей в Римини. В это время Роза лично создавал проект морской платформы. По его задумке она должна была размещаться на каркасе из стальных труб. Платформа должна была возвышаться аж на 5 этажей над уровнем моря и иметь доступ к пресной воде, которую нашли в мелководье после установки свай. Но тогда же появились и первые проблемы с итальянскими чиновниками. Морские офицеры постановили прекратить монтаж в море и устранить помехи морскому движению. Сам же Роза к этому моменту поистратился, и в 1962 году стройка временно приостановилась. Но мечту так просто не отнять. И к 1964 году все перипетии были улажены, а деньги найдены. И строительство продолжилось в очень быстром темпе. Уже к июлю 1964 первый этаж платформы был возведен. 9 труб по 36 метров в длину, как основа для острова из стали, и 400 квадратных метров помещений, возвышающихся в 8 метрах над уровнем моря. Но принять своих первых жителей сразу же это инженерное чудо пока что не могло. Еще около 2 лет ушло на стабилизацию конструкции, сооружение всей необходимой инфраструктуры и монтаж причала, получившего поэтическое название «Зеленый порт» или «Порт зелени». Не только же поэтам типа D'Annunzio давать своим детищам высокие имена. Теперь уже ставшая явью платформа посреди моря, которая, к слову, была окружена международными водами, а не итальянскими, вызывала все больше и больше беспокойства на материке. В ноябре 1966 года начальник порта Римини распорядился прекратить несанкционированные работы на море, а вскоре делом заинтересовалась и полиция.
20 августа 1967 года Джорджио Роза открыл свой остров стали и бетона для публики. Сам остров получил поэтическое название Изола дель Розе, или остров роз. А вот в честь чего это название, в честь его создателя или цветка красоты, тут думайте сами. Начиная с этого момента, от Римини к острову Роз и обратно стало наблюдаться активное морское движение. Множество лодок с гостями чудесной страны сновали туда-сюда вдоль морского побережья. У острова не было отбоя от посетителей. Тогда, 1 мая 1968 года, Джорджио Роза наконец решил сделать то, к чему он и шел все эти годы. Он провозгласил о полной независимости острова Роз. Сам он стал первым президентом, а также он придумал целую систему департаментов для управления страной. И как вы думаете, какой язык он решил принять за официальный? Не итальянский. Официальным языком стал эсперанто. Тот самый из нашего рассказа про Мориснет. Утопический международный язык для каждого. Так, Республика острова Роз стала вторым государством в истории, официально принявшим эсперанто, после Мориснета. Валютой острова Роз стали милы, монеты, которые, судя по всему, никто никогда так и не увидел. Мила должна была свободно конвертироваться в итальянскую лиру по курсу 1 к 1, как у панамских бальбоа с долларами. А гимном нового острова Свободы стала часть оперы «Летучий голландец» Рихарда Вагнера. Тогда же на острове открылась и самая главная достопримечательность – бар, а также почтовое отделение и сувенирный магазин. Интересно, что у острова был лишь один постоянный житель. Это был потерпевший кораблекрушение во время шторма Пьетро Бернардини. Он добрался вплавь до платформы, где и остался жить. Сначала Роза провозгласил независимость негромко, но уже через 2 месяца, 24 июня 1968 года, он собрал большую пресс-конференцию и объявил о свободе острова Роз во всеуслышание. Но, как это нередко бывает, Левиафан правительства проснулся в момент появления инициативного человека без государственных интересов. Действия Розы были расценены итальянскими чиновниками как уловка с целью обогащения от туризма без уплаты соответствующих налогов. «Плати налоги», — сказала Италия, и приступила к блокированию вод вокруг платформы уже на следующий день после пресс-конференции. Доступ к острову оказался ограничен, а Республика Роз попала в морскую блокаду. Еще из интересного, вокруг острова циркулировало множество слухов на берегу. Например, что остров был борделем, или казино, или что там находилась международная шпионская сеть, а может быть даже база советских подлодок. Но все это, конечно же, было чушью. В связи с фактической оккупацией острова, Джорджио Роза направил от лица правительства Эсперантистской республики острова Роз ноту президенту Итальянской республики Джузеппе Сарагату с жалобой на нарушение своего суверенитета и ущерб, нанесенный местному туризму военной оккупацией. Но Италии было все равно. 16 августа 1968 вышло постановление в адрес компании SAPice, той самой, от лица которой был построен остров, о сносе морской несанкционированной постройки, а все апелляции были отклонены. И пока Роза собирал адвокатов и экспертов по судопроизводству, а также раздумывал над обращением в Совет Европы в Страсбурге, ВМС Италии притащили в ноябре к острову понтон, выгрузили на него все ценное с острова, а на сам остров загрузили взрывчатку. Детонация была намечена на 10 декабря, но погода не позволила этому плану осуществиться. Роза изо всех сил пытается в судах и СМИ спасти свое детище от неминуемого уничтожения. Но кажется, это уже был вопрос принципа для Италии. И 21 января 1969 года Роза дает свое знаменитое интервью, в котором также прозвучало и легендарное «Мне стыдно быть итальянцем». 11 февраля итальянские водолазы минируют остров Роз и взрывают опоры. Но в нашей сегодняшней чудесной истории есть место для сказки. Все-таки Роза, по-видимому, был неплохим инженером, и его строительные находки при возведении труб под основание острова позволяют платформе пережить взрыв. После осевших брызг и дыма ошеломленные офицеры ВМС видят все такой же невредимый остров Роз. Спустя 2 дня исполнительные вояки привозят уже целую гору взрывчатки к острову и присоединяют по 120 килограмм тротила к каждой опоре платформы. Новый взрыв, и остров снова выживает. Да, теперь конструкция едва держится, словно ослабший бутон цветка, свисающий на перебитом стебле.
Но дух свободы острова из стали устоял под взрывами итальянской государственной машины. Но, как вы понимаете, конец все-таки настал. Правда, конец такой же романтичный, как и сама история об острове Свободы итальянского инженера-идеалиста. Спустя 2 недели побережье Римени накрыл страшный шторм, и природа забрала прекрасный цветок из стали и железобетона, похоронив мечту об острове Рос. А спустя полгода итальянская коллегия безликих бюрократов постановила, что остров не имел права на свободное существование, потому что гражданин Италии, даже вне границ итальянского государства, должен подчиняться ее законам. Этим неутешительным и безучастным утверждением давайте и закончим историю об острове Рос, мечты, просуществовавшие 1 лето.